вот эта вот штука называется рыболовный билет. Ну как малечик прямо. Вот видите, под C1 очень подходит. Я вот когда снимаю с дроном, это целая беда, потому что они очень не любят дроны и всегда готовы его атаковать. По-моему, вполне зачетный. Очень зачетный, очень хороший. Кто будет более приближенный, того, собственно, и будет подарок разыгран. Привет, друзья! Неудачный дубль. Доброе утро. Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Поющий Рыбак. Меня зовут Олег, это мой друг Сергей. И сегодня у нас такая не рыбалка даже, а скорее такая прогулка с удочкой по столице Чехии, Праге. Мы будем разговаривать на разные интересные темы, попутно снимать какие-то памятники, которые здесь находятся в центре. Немножко расскажем о городе, о лицензиях, о всех вот этих животрепещущих вопросах. Ну и, конечно, какую-то рыбку поймаем, да, Серега? Ну, поймаем хотя бы окуня, как бы мы уже собрались, все. И, как всегда, рыбалочка не терпится ловить, и мы немножечко поспешили. Сейчас мы с вами поговорим и сядем заполнять лицензии, чтобы не возникало у нас никаких проблем. Да, вот. это важная вещь, конечно. Первым делом, перед тем, как здесь начать рыбалку, обязательно заполняйте лицензию, номер водоема, вот, время, когда вы начинаете рыбачить, точнее дату, правильнее сказать. И еще самое важное, те, кто просто приезжает сюда в Чехию, ну, погостить там на экскурсию, то не забывайте эту самую лицензию приобретать. Я расскажу попозже немножко, какие виды лицензий именно для приезжих существуют, чтобы их оформить и ловить уже, ну, без рыбнадзора за спиной, как говорится. Да, потому что штраф здесь большой, как бы. Ну, правила, собственно, здесь они более простые, ничего сложного как бы нету. Есть приложения такие, как фишинг, Вранка, где можно посмотреть. Ссылки оставлю в описании обязательно под этим видео. Давай тогда сразу лицензии заполним. Да, да. И покажем, как это делается. Итак, так вот как... Сергей уже заполняет лицензию, вот там как раз дата написана, да, вот номер участка, это важно. А я сейчас расскажу, в принципе, что нужно иметь для того, чтобы эту лицензию, ну, чтобы документы были в порядке. Вот эта вот штука, вот эта вот штука называется рыболовный билет, да, вот. И этот рыболовный билет необходимо получить и тем, кто кратковременно здесь рыбачит, и тем, кто становится членом рыболовного союза. Вот, те, кто рыбачит кратковременно, достаточно получить этот рыболовный билет в муниципалитете. Стоит он 200 крон всего лишь, его достаточно легко оформить. Вот, и дается он на 30 дней. Но без него вы просто не получите банально лицензию. Вот. А потом далее для членов рыболовного союза вот такая книжечка есть. Это как бы членский билет. Там вот все вот эти вот заполненные данные. Ну и наконец уже сама лицензия. Выглядит она вот так вот. Это лицензия. Вот. И получается, это вот документы, которые необходимы для членов рыболовного союза. А если вы кратковременно рыбачите, то нужно взять этот рыболовный билет в муниципалитете, а потом пойти в рыболовную организацию, я оставлю адрес центрального офиса рыболовного союза, и там себе взять лицензию на день, на 3, по-моему, на неделю и на 4, на 11 или 12 дней максимум, даже на месяц, по-моему, есть. В общем, такие вот дела, и обязательно вот за этим следите, за документами, потому что, как говорил Сергей, здесь это, ну, достаточно жестко проверяют, но с другой стороны, поэтому и рыба есть. Абсолютно верно. Да? Так, дальше вот, дальше по приложениям, естественно, как бы много рекламы, есть вот такое вот приложение. Я вам его покажу, оно вот так называется. Это одно приложение, где вы можете смотреть водоемы, но вот это, как бы, оно более... Fish.cz, да. Да, в приоритете, так как у меня выходит... Тут только на чешском языке получается. Да, ну, естественно, как бы Google Translator никто не отменял, так как выходит, у меня только чешская лицензия, то есть я выбираю место, вот, заговорился, синяя линия, и на синей линии, то есть я нажимаю на нее, и мне показывает, то есть номер водоема, где мы сегодня рыбачим. Замечательно. И еще описание этого участка, где можно ловить, там какие-то правила, ну, такие более
подробный. Есть здесь такое? Здесь, к сожалению, почему-то не это показывает. нужно смотреть уже в Рыболовном союзе. Да, самом. это вот чисто, чтобы понять, где вы находитесь, как бы, чтобы заполнить правильно данную лицензию. Отлично. Ну, в общем, сейчас заполню я тоже и начнем наконец-то рыбалку. Вот мы сейчас начнем ловить здесь, недалеко от Карлова моста. Вон красоты пражские видны. Стрелецкий остров. Вот там вот мое место работы, как раз Народный театр. Вот тут байдарочники плавают. В общем, жизнь бьет ключом. Пражские мосты очень красиво смотрятся. Вот, а Серега уже забрасывает. Не, ну это не дело, я тоже пошел. Вот, попробую сейчас около стеночки вот так вот покидать. В надежде поймать окушка. Сегодня такая вот погода ноябрьская прямо. Ну, прямо скажем, прохладная. Вот. Но рыба пока клюет. Вчера я снимал видео для английского канала. Вот, и в принципе неплохо половил. На окушочек сейчас сидит в затяжках. На течение его в принципе уже не так много, как летом. Вот. Здесь посмотрим, если он есть. По идее, какой-то быть должен. Вот. А поставила себе грузик 3 грамма. У Сергея 4 грамма. Вот, потому что я рассчитываю на более медленное падение приманки. На такую достаточно пассивную рыбу. Вот. А там уже ситуация покажет, насколько она пассивная или активная. Долго задерживаться на одном месте не будем. Буквально несколько забросов. Особенно хорошо, когда ты с напарником. И быстро понятно, если рыба клюет или нет. Что вот я еще парочку забросов сделаю здесь. И пойдем прямо к Карловому мосту, который вот там, кстати, виднеется. И о нем я, естественно, расскажу. Вот уже выходим на набережную. Вот как раз к Карловому мосту. Очень люблю это место. Вот тут окунечек бывает, иногда судачок. Ну, по-разному. Вот. Сейчас не знаю, если он здесь будет, потому что все-таки похолодало. Но, тем не менее, сама красота этого места обязывает сделать пару забросов. Так, и кто же у нас такой сидит здесь? Умывается. Это у нас получается выдра. Вон, лебеди полетели. Ну, шикарная романтика. Ты не бойся меня. Я тебя кормить, конечно, не буду, но ничего с собой не сделаю. Во, притаился. Смотри, смотри. Давай в камеру посмотри еще, глянь. Вот смотри. Классная камера, правда? Да. Но она несъедобная, к сожалению. Извини, чувак. Да, и какой нос классный. Ой. Ты что делаешь? Новая локация, новая приманка? Да, решил попробовать джеколовские вот эти вот, как же они называются? Rime Wave. Разные цвета. Вот это очень, кстати, такой прикольный цвет, интересный. Мне кажется, сейчас он может работать с блестяшками. Ну, сам бы сел, если честно. Карлов мост, кстати, вот где мы сейчас находимся, тут постоянно корабли плавают один за другим просто, туристические. Сам мост был основан в 1357 году, то есть ну, сколько ему лет уже, сам считай. Ну, 650, да? Да, даже больше, 660, 670, что-то в этом роде. Вот, у него всего 30 статуй на этом мосту. Он пару раз был снесен наводнениями, но последний раз, когда было очень сильное наводнение в 2002 году в Праге, то, слава богу, Карлов мост уберегли, потому что на нем стояли экскаваторы даже на самом мосту. Хотя такая пешая зона, они ковшами разбивали вот это вот, или собирали вот мусор, который накапливался перед ним. Вот, ну, здесь тоже разная рыбка, конечно, есть. Удобнее всего с лодки ловить, под плотины там хорошо, особенно летом. Ну, и с бережкой что-то иногда можно выцепить. Сейчас посмотрим, если рыба будет клевать, потому что все-таки уже вода холодная, и вполне может быть, что окушочек ушел куда-то уже более такие тихие места. Попробуем. А мы по Карловому мосту пробежимся? Пробежимся, конечно. А куда же без этого? Все, продолжаем дальше ловить. Поехали. Вот, друзья, кстати, мы сейчас вот у Карлового моста, у самого подножия, вот смотрите, видите, наводнения были, да? Вот, в эти даты, то есть раз 100 лет фактически, ну 150 лет. И вон еще наводнение 2002 года.
Вот так вот. И как раз самое сильное наводнение за последние 500 лет. И ничего не случилось с Карловым мостом. Слава богу. Уже современная как бы техника позволила избежать плохих последствий. Сейчас мы передвинемся на другую точку, потому что рыба, по-моему, сконцентрирована достаточно в разных таких вот закуточках, уже не размыта по реке. Вот, поэтому нужно найти какое-то такое волшебное место, где ее будет большое количество, да, Серега? Но мы ее сегодня найдем, мы просто больше как бы показать, что можно половить в городе, очень красиво провести время. Абсолютно. Ну вот сейчас мы уже идем по самому Карловому мосту. Кстати, сразу в голову пришло, вот чайки летают. Я вот когда снимаю с дроном, это целая беда, потому что они очень не любят дроны и всегда готовы его атаковать. Вот в Финляндии у меня вот видео есть о рыбалке последнее. Как раз там есть такой кадр, когда чайка уже пикирует на дрон, там летит на него, и я в последний момент его увожу. Вот, поэтому опасные зверюшки, птички. Вот, но о Карловом мосту уже много чего рассказано. На самом деле хочу просто напомнить, что здесь у нас, получается, соединяет он две части исторической Праги. На одной стороне это город, такой старый корейский город, Малая Сторона. Вот там дальше Гречаны. Вот. А на той стороне, куда мы идем сейчас, это, получается, старый город и новый город. Раньше они были стенами окружены, а сейчас, конечно, это уже единая Прага, благодаря принцу Иосифу, вот, Марии Терезии там, и так далее. Вот в те времена. Вот еще Народный театр, покажу. Замечательное, красивое здание. Вон он там. И вот этот вот перекатик, надеюсь, что как-нибудь летом засниму. Здесь ловлю белого хищника. Посмотрим. А мы сейчас поедем уже на другое место, такое, ну, более спокойное, что ли, где меньше туристов, где вот точно, абсолютно знаю, что будет окунь, и может быть судак и щука. Что ты можешь рассказать, что вот это за заграждение? Это ты меня спрашиваешь? Ну ты же гид. Это, ну, чтобы не повредило здание, очень просто. Во-первых, вот эти штуки деревянные, они были сделаны специально для того, чтобы когда Волтава замерзала еще, это было давно, но Волтава еще замерзала, и не было водохранилищ, в общем, шел лед по реке. И вот это такие ледоломы были, что просто, ну, длинные вот эти штуки как бы поднимались и разбивались. Вот и перед быками как раз, перед этими колоннами статуя Карлова моста тоже такие вот деревянные штуки есть, эти ледоломы. А сейчас на них очень хорошо мусор собирается, чтобы он просто здесь не накапливался и, ну, реально не повреждал вот эти все здания, набережную и так далее. То есть это, ну, как вот в полях, например, стоят такие вот заграждения от снегопада, да, чтобы метель не намела на дорогу снега. Вот вдоль дороги такие стоят деревянные штуки, вот что-то типа такого. А подскажи, пожалуйста, ты вот застал здесь лед хоть раз на Волтаве? Ловил со льда? Не застал, потому что фактически льда здесь нет уже с тех пор, как водохранилище построили. Это еще было 50-е, 60-е годы там и так далее. Вот. А есть старые фотографии, если поискать, есть старые фотографии Праги, когда здесь вот, ух ты, голавли какие. Я не знаю, или камера передаст, но мы просто нашли очень много очень больших. Во, смотри. Да, я вижу, я просто пока ты говорил, я отвел взгляд, и меня просто на лице поменяло. Я не знаю, или камера передает. Вот это, вон они, смотри. Ох ты, какая стайка. Да. Ну, собственно, вот мы рыбу нашли. Рыбу нашли, но мы нашли голавли, а мы ищем не голавли. И вот как его отсюда поймать? Вот вопрос. Здесь, во-первых, ловить-то особо некомфортно. Смотри, сколько его здесь, а. Вот в таких затяжках рыба стоит. Друг друга перебиваем, потому что уже рыбу увидели, появился азарт. Пошли ловить, все. Příští zastávka je na znamení. Так, ну мы вышли с трамвайчика. Олег уже достал камеру, чтобы записывать. Вот, Да, вот покажи, Серега, какие здесь это новостроечки классные. Вот это новый жилой такой райончик. Здесь
такой городок. Ну, граффити это классика как бы всех городов. Зелени много. Да, вот, кстати, что-что, вот Прага, кстати, зеленая по сравнению. Такие холмы тут везде. Подожди, мы же не здесь будем ловить, правда? Нет, мы идем другой водоем. Хотя, если сделать форели, было бы круто. Вот, мы только что вышли с этого, с трамвайчика, подсняли вам там чуть-чуть видео и заговорили о форелевой рыбалке. Вот. Да. И мне вот это вспомнилась такая как бы история. Я до этого ловил форель только в Арии. Ну, то есть аквариумная рыбалка, как называется. Никогда не было интересно. И здесь вышел такой момент, как-то со временем я попал в Норвегию, и в Норвегии вообще с Тему заказал спиннинг, взял старую катушку и пошел ловить на речку форель. Кстати, в Норвегии нужно видос бы записать, а? Ну, я надеюсь, что мы сделаем это, чтобы именно так по трофейным экземплярам выступить. Да, с бережка. Вот. И... С бережка, то есть, да? С бережка. Да, и как бы лосося, наверное, мы не сможем словить по причине того, что его надо более на север ехать ловить. И там уже, как бы, как я бывал, уже немного с этим разобрался. Так ты про форель расскажи, что там. Да. И очень мне понравилось ловить горную форель. Она, хотя и небольшая ловилась, но очень кайфово. И вот, кстати, здесь так же само есть речки, где можно половить форель. И так же само, ну, естественно, многие не знают, где ее половить. Но рыбалка в вейдерсах, как бы гулять по речке, очень интересно. Особенно летом. Можно, как говорят, это американцы barefoot. То есть, получается, ну, ботиночки одеваешь специальные такие, жесткие, чтобы об камни не ударяться ногами. Вот. И фактически в шортах рыбачишь себе. Да. Когда вода такая, ну, теплая относительно, там градусов 17-18, а воздух 30, да, 25-30, то очень комфортно. А в вейдерсах запаришься. Ну и понравилось тебе, да, вот это Да, форель? очень дикая форель понравилась, как бы. Но... У меня пара видосов, кстати, есть на канале про ловлю этого дикой форели. Оставлю тоже ссылки в описании. А еще тоже, ты же делаешь рыбалку на форель? Возишь? Да, вожу. Но в основном нахлосту учу ловить, потому что мне кажется, что нахлост это наиболее универсальный способ ловли, особенно форели. Просто выходит, я как бы ловил спиннинджочком, и были блесенки с Тему, спиннинджочек с Тему, и очень понравилось, как бы. Вот, и хочется, чтобы когда уже переделать уже себе поваленку, как здесь она называется. Лицензию, да. Вот, и думаю, что будем как бы делать форелевую, типа, соревнования. Я это было бы спиннинджочком, здорово. а ты нахлыстом. О, это попробуем обязательно. Давай покажу, где окунь клюет. Давай, пошли тогда. Все, пошли, половим. Сейчас пришли к такому заливчику. Я полагаю, что здесь окунь сейчас будет, но надо поменять обязательно грузик. Вот у меня стоит 5 граммов, а я поставлю 3, потому что 5 будет многовато здесь. Вот. В доме. Ну вот. Ну что? Так. По-моему, вполне зачетный. Очень зачетный, очень хороший. Ты вот увеличился по приманочке и ловишь авторитетных окуней. Ну, конечно, а что я буду мелочь ловить? Нормально, кусочек хотя бы. Очень приятно. Но стритфишинг уже начинает быть интересным. Да, бережно отпускаем, чтобы еще подрос. Вот где она, эта штука. Вот, как я и говорил, вот на эту вот уникальную приманочку. Почему она уникальная? Потому что она сейчас по цвету, мне кажется, очень подходит. Такая вот золотистая какая-то, вот под дно прямо, под цвет малька. Ну ничего. Отпущу прям в подсаке, чтобы По-спортивному. Да, по-спортивному. Ага. Почти. Ну что, пришел Серега со своей танточкой. Ну понятно. Сейчас, в общем, местному поголовью окуней будет нанесен непоправимый ущерб. Вот так? Не, я так возьму. Вот еще один такой неплохой экземплярчик к нам подкрался.
Вот. Это на сегодня у меня самый большой был. Вот, аккуратно приманочку извлекаем, его обратно в воду. Вот. Ну. Вот, без переключения. Место с окунями забрасываешь. Присаживайся, чтобы было комфортно. Приманочка упала, плавненькая подтя... Оп, поклевочка. Оп, поклевочка. Ну, доберет или нет? Ну вот еще один товарищ. И у меня тоже поймался. Приманка даже великовата, по-моему, для него. Но ничего. Давай. Распуши плавничок. Ух, красавчик. Отпускаем, в общем, и идем ловить что-то покрупнее судака, да? Пойдем, Серега, что-то покрупнее попытаемся поймать. Да. Сейчас, секундочку. Понятно, увлекся. Ну, друзья, мы тут кое-что для вас придумали. Такой небольшой розыгрыш. В общем, поймаем определенную рыбу какую-то. Я хотел бы поймать судака. Ну, надеюсь, что поймаем судака. Даже если он будет размером, как говорит Сергей, 10 сантиметров, этот судак, мы его замерим, сфотографируем. Вот. А вы в комментариях к видео угадайте, что это за судак, точнее, что это, какой размер этой рыбы. В общем, и кто ближе всего будет к размеру этого судака, тому мы отправляем подарок. Да, Серега? Да, отправим. А еще что нужно? Нужно быть обязательно подписанным на канал. Если вы там оставили комментарий и вы даже максимально угадали размер, но не подписаны на канал, к сожалению, это не будет засчитываться. То есть, и так же самое желательно быть подписанным в Инстаграме, вот, потому что в Инстаграме мы укажем по линейке точный, точнее по сантиметру точный размер, чтобы это был более честный как бы розыгрыш. Указываете сантиметры, то есть, к примеру, там мы словим судачка 10 сантиметров, вы можете указывать от 10 до 11, потому что миллиметры мы как бы не сможем, никто не будет угадывать. То есть, как Олег повторил, кто будет более приближенный, того, собственно, и будет подарок разыгран. Это будет пачечка танты, на и которую... плюс твой кусочек, которым ты сейчас ловишь окуня. Да, сейчас я его покажу сейчас, секундочку, я отвернулся. Вот, только что на вот этот выходит остаточек танты был словлен маленький голавлик и ловится еще пара окуня. окуней. Да, Да. вообще. Замечательно. Вот. Собственно... То есть оставим кусочек танты и еще целый. И от себя тоже какой-то подарочек обязательно добавлю. Ну, я надеюсь, будет подарочек достойный. Абсолютно. Даже не сомневайся. Вот ты поймай давай достойного судака сначала. Мы даже маленького будем засчитывать. А если, ну, к сожалению, мы не словим судака, тогда я думаю, что мы хотя бы замеряемся каким-то окунем, чтобы разыграть данный приз. Пошли ловить, все. Все, Вот хочу еще, друзья, показать, вот как важно цвет приманки подобрать не только в зависимости от цвета рыбы, но и от цвета дна. Вот эти вот сейчас этими ловлю, Джеколовский Rime Wave. Вот. И получается вот она, эта приманочка. И вот смотрите, я когда в воду кладу, да, Ну как малечик прямо. Вот видите, под цвет дна очень подходит. Вот, поэтому за такими моментами, конечно, важно следить, чтобы приманка выглядела естественно, когда особенно прозрачная вода. О. Так, сместились мы на другое место. И здесь хоть и редко, но уже появились как бы хорошие такие окуня. Вот. Ну как хорошие, как бы уже считаются забирабельными. Но надеемся, что будет еще как бы. Ну и сыграла роль увеличения приманки более побольше. Пытаемся, упираемся, рыбачим дальше. Вот у меня что-то такое, а недалеко от берега. Окушочек тоже приятного размера. Собственно, басовским, ну, подожди.
дай. Подожди. Всё. Басовским таким хватом взяли. Да, прям аж палец в рот едва влез. Давай, плыви, расти. Такой же не может быть, правда? Это почему? Это их еще немного. Вот мы столкнулись с чем? С очередными тонкостями стритфишинга. Да. То есть вроде место нашли, вроде и хороший окунь, но пока не пропустишь спортсменов, никуда нельзя деться. Вот и охота же в воду лезть, а? Ух, какой хороший, как упирается. А ну, хороший или нет? Сейчас мы посмотрим. Да, неплохой, неплохой такой. Ух! Я бы сказал. Так, я слышал треск катушки. Серега, я слышал треск катушки. Это что такое у тебя? Это вот у нас вот такой вот окунец влетел. Около моста, который ремонтируется. Да. Давай-ка, слушай, померяем, мало ли что. Давай. Да. Супер, как раз мы одумались. Так, две камеры как раз включено. И пойдем вот сюда, поставим спиннинги, достаем линейку. Сейчас я достану, подожди. О, спортивная линейка. Спортивная линейка, Раполовская. абсолютно. Только на этих... А, вот. Ну что, метра хватит? Конечно. Так. Значит так, задача конкурса. Угадать размер данного окуня. Так что мы делаем? Мы сделаем здесь по пару забросов Да, и идем... и идем на маленькое озеро, на заливчик, потому что я думаю, что в заливчике будет рыба. То есть мы идем, больше нигде не останавливаемся. Да, мы только здесь делаем по паре забросов, но с 3 граммами. Все, Это- понял. И бежим туда. Друзья, так получилось, что я записываю окончание к этому такому позднеосеннему ролику в совершенно других краях, в другом климатическом поясе. Вот тут тоже, видите, такая речушка, тоже памятники. Вот, но также еще заметно, что тут растут пальмы. Вот, и я снял куртку и кепку даже, потому что тепло. Вот, ну, знаете, иногда приходится куда-то улетать неожиданно. Вот, если вам этот ролик понравился, то буду рад и благодарен, если поддержите его лайком. Вот, и также напишите в комментариях, кроме всего прочего, о чем бы вы хотели снять следующий ролик, потому что тем на самом деле очень много. И я знаю, что мой канал смотрят и начинающие, и опытные рыболовы. Я буду рад всем чем-то угодить, сказать, поделиться своими знаниями. Вот. И также очень хотелось бы, чтобы вы делились своими знаниями, потому что я знаю, что многие из вас более даже бывалые, чем я, многие более опытные джиговики, многие более опытные там поплавочники, фидеристы, нахлыстовики. Поэтому, друзья, не стесняйтесь просто действительно писать в комментариях какие-то свои знания, делиться ими, потому что их читают многие другие рыболовы, и ваши знания могут быть очень полезными. Так что желаю вам традиционно ни хвоста, ни чешуи, пускай все у вас будет хорошо, и до следующего ролика. Всего вам доброго, всем пока.